Всем привет! Вы на канале PsyLife, и тема нашего видео: чем отличаются психолог, психотерапевт и психиатр. Мы не так давно столкнулись с людьми, которые дезинформированы касательно понимания, кто же такой психолог, психотерапевт и психиатр. И наш канал хотел бы в более доступной форме разграничить эти три профессии. Безусловно, все они, и психолог, и психотерапевт, и тем более психиатр, должны обладать базовыми знаниями из области психологии. Но чем же они отличаются? И может ли психолог выписывать таблетки, такие как антидепрессанты, своим клиентам? Итак, первую профессию, которую мы разберем, это будет психолог. Психолог – это человек, который получил высшее образование в области психологии. Он понимает, как работает психика человека и имеет набор знаний, которыми делится со своими клиентами. Психолог работает только с психически здоровыми людьми. К нему обращаются за помощью, когда человек тяжело переживает потерю самого близкого ему родственника или того, кто им смог стать. Человек не может справиться самостоятельно и осознать, в каком направлении ему нужно двигаться, например, после развода. Человек пережил стихийное бедствие или катастрофу. Человек-спортсмен после серьезной травмы не видит смысла в дальнейшей жизни без профессионального спорта. Человек замечает, что он не может делать свою работу как раньше, появился кризис творческий или карьерный. Человек имеет трудности во взаимоотношениях с семьей, будь то родители, дети, бабушки, дедушки или дальние родственники. Человеку нужно, чтобы ребенок, отстающий в первом классе, не умеющий выстраивать межличностные отношения, начал слушать учительницу, перестал драться с детьми и не отставал от учебного процесса. И так далее. Запросов очень много, с которыми человек может обратиться к психологу. Мы лишь разобрали некоторые из них, на наш взгляд, самые частые. Но хотим обратить ваше внимание, психолог – это не врач. Он не имеет права ставить диагноз своему клиенту или же назначать какое-либо медикаментозное лечение. Не может психолог назначить пить антидепрессанты. Да и его информация, предоставленная клиенту, носит рекомендательный характер. Психолог лишь предлагает несколько видов решений по одному вопросу, а человек уже сам решает, как ему поступать и какой вариант выбрать. Сравнение можно сделать с рецептами. Когда вы заходите в интернет и вбиваете в строке «Как сделать торт», вам предоставляется широкий выбор самых разнообразных рецептов. И с малиной, и с клубникой, и с черникой. А уж какой выбрать – дело ваше. Вот и психолог. Это, мягко говоря, путеводитель. Он может проконсультировать вас, рассказать, что можно сделать, учитывая ваши особенности, или к чему могут привести дальнейшие действия. Но он не имеет права принимать решения за своего клиента. Если же его компетенции не хватает по вопросу, с которым к нему пришли, он обязан направить клиента к другому специалисту. Вторая профессия – психотерапевт. Это специалист, который обладает как знаниями психологии, так и базовыми знаниями медицины. Психотерапевт – это человек, который обучает клиента понимать свои эмоции и самого себя. Как говорят в народе, помогает узнать, откуда ноги растут. К нему обращаются когда? Человек хочет исправить какие-либо ошибки в воспитании. Например, всю жизнь ему твердили: ты не справишься, ты никчемный, ты закрытый, ты неблагодарный, ты эгоист и так далее. Тут ему психотерапевт поможет поднять самооценку. Человек хочет повысить свой уровень жизни и не знает, чего он хочет добиться и в какой сфере деятельности. Ему нужно разобраться в себе, но он не знает, как это сделать, с чего ему нужно начать. Человек хочет подняться по карьерной лестнице, но ему не хватает каких-то черт в характере: общительности, пластичности, практичности, целеустремленности, организованности, токсичности и так далее. Человек заметил за собой апатию. Это полное отсутствие желания работать, уделять должное время дому или семье. Ему постоянно хочется только одного – лечь и никуда больше не вставать. Часто появляются вспышки агрессии или настроение меняется слишком часто. То хочется плакать, то буквально через минуту смеяться, и это происходит непроизвольно. Человек ощущает излишнюю тревогу, будто кто-то преследует его или строит коварный заговор против него. Человек стал зависимым от каких-либо лекарств или же алкоголя.
Вот именно этим занимается психотерапевт, более глубокой проработкой психологических проблем клиента. Найти, понять, принять и научиться со всеми этими знаниями справляться, применять, чтобы достичь желаемого результата. Выписывать антидепрессанты может только врач-психотерапевт, соответственно, с высшим медицинским образованием. Но если психотерапевт – это человек, который выучился на психолога, прошел многочасовую проработку личной терапии и закончил медицинские курсы, то никакие таблетки он выписывать не может своему клиенту. Третья профессия – психиатр. Психиатр – это врач, который работает с пациентами, то есть с психически больными людьми. Он предотвращает или лечит проблемы, связанные с психическим здоровьем. Это человек, у которого есть высшее медицинское образование в области психиатрии. Психиатр имеет право ставить диагноз и выписывать препараты. Пациенты в основном сами к психиатру не идут. Их к нему доставляют с серьезными психическими расстройствами. Например, у человека наркотическая зависимость настолько, что он не отвечает за свои действия и чаще всего даже не осознает их. Пациент зачастую даже не помнит, что он на кого-то кидался из сотрудников психиатрической лечебницы и грозился физической расправой. У человека биполярное расстройство. Например, он может считать себя самым умным или же человеком, который владеет суперспособностями. У человека проявляются галлюцинации, он может видеть разных существ. Например, крокодила в палате на кровати, и поэтому отказывается туда садиться. У человека поражение головного мозга. Человек считает себя Наполеоном или же слышит разные голоса, которые, по его словам, говорят ему, что делать. Еще один вариант: больной утверждает, что он телепатически связывается с инопланетянами и совсем скоро они прилетят на Землю. Люди попадают с различными видами деменции. Это может быть слабоумие из-за старости или же после серьезных травм. Это далеко не весь список. В основе своей психиатр – это врач, который обследует больного всевозможными анализами, оценивает психические и физические последствия после расстройства, а уже после назначает ему медикаментозное лечение и обязательное нахождение под наблюдением специалистов. Также психиатр может оказывать поддержку родственникам пациента, разъясняя в деталях, что происходит и как себя вести в сложившейся ситуации. Ну а с вами был канал PsyLife. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. А на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.